Впереди осень. Убийство, грабеж, насилие. Мне тревожно. Нужно быть к этому просто готовым. Человек-шизофреник, он опасен для окружающих. Это может проявляться в каких-то деталях. Перестает человек хотеть спать, он спит по 3-4 часа и говорит, ему достаточно. Как по внешнему виду человека можно понять, что он болен, например, шизофренией? Опасен ли такой человек для окружающих? Какие неочевидные симптомы выдают болезнь? И главное, что с этим делать дальше? Давайте разбираться. У нас в гостях психиатр Андрей Шмилович, доктор. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Взаимно. Впереди осень. Стоит ли бояться, стоит ли опасаться вот этого состояния, смены погоды, ухудшения настроения, депрессивных каких-то свойств? Если стоит, то кому? Я сразу хочу исключить слово «бояться», да, потому что болезней бояться нельзя и не нужно. Это сразу же психологически настраивает человека на некий проигрыш. К этому нужно относиться, как мы говорим, в рабочем порядке. Люди, которые уже достаточно давно болеют, прекрасно знают, что существуют сезоны, когда их состояние оказывается нестабильным. Это действительно чаще бывает осень и весна, хотя бывает и по-разному. Чаще так. И это вообще какая-то такая общая природная закономерность. Она касается не только психики людей, ведь об этом говорят и врачи других специальностей. И обостряются и гипертонические пациенты, и дерматологические пациенты обостряются, и пациенты с другими хроническими заболеваниями, да, у которых именно в эти периоды происходят всякие нестабильности. Нужно быть к этому просто готовым, да, и знать, что делать. Если мы говорим, например, о людях, которые имеют изменения настроения весной и осенью, это ничего страшного. Может ли как-то человек к этому подготовиться? Я не знаю, больше морковки есть, например, или свет поменять в своей комнате для того, чтобы бодриться в этот период? Видно, что вы человек уже очень хорошо подготовленный в этом отношении. Конечно, вы очень правильно отметили две таких важных составляющих, но я как раз начну, наверное, со света. Это действительно очень важно. У нас действительно очень много зависит от наших циркадных ритмов, так называемых. Это ритмы сна-бодрствования. А ритмы сна-бодрствования регулируются мелатонином. Да, а мелатонин — это гормон, вырабатывающийся в шишковидной железе головного мозга, и вырабатывается он как раз как реакция на свет, да, на инсоляцию. Соответственно, чем меньше света, тем больше мелатонина, и тем меньше активности мозга. И чем больше света, тем меньше мелатонина, и тем больше активность мозга. Соответственно, у нас это работает как часы. Это природа нам устроила такой очень хороший механизм адаптации к этому всему. Но если есть болезнь, да, то эти часы, к сожалению, начинают либо отставать, либо, наоборот, спешить. В общем, они теряют свой хронометраж. И тогда при уменьшении количества светового дня, да, у человека с предрасположенностью, допустим, к биполярному расстройству, к другим болезням эндогенным, да, генетическим, у них могут наступать нарушения этих циркадных ритмов, и дальше идет каскад реакций, которые могут привести к обострению, к ухудшению состояния. Может развиться психоз, может развиться какая-то генерализованная тревога, да, может появиться обострение навязчивости, если они у кого-то есть, или еще чего-то и так далее. Депрессия, естественно, это, к сожалению, у нас именно в эти периоды обострения, и индикатором их являются суицидальные попытки, вообще попытки самоповреждающего действия и так далее. Как эквивалент аффективных расстройств в эти периоды, в осенне-весенние, да, может произойти и вспышка различных видов, так скажем, общественно опасных, или общественно нежелательных действий, да, деликтов, потому что повышается уровень раздражения в целом, да, недовольства. Это такая маска, да, может быть, аффективных расстройств. И, в общем-то, мировая история нам говорит о том, что основные революции происходят как раз в осенне-весенний период, как раз когда
именно общее количество раздражения в массах увеличивается именно в эти периоды. И вы затронули тему обычных, здоровых людей, Да, у да. которых нет никакого диагноза, нет никакой предрасположенности, но у них есть склонность вот к перепадам настроения, то лучше, то хуже, там, и так далее. Ну да, в принципе, и мы, как в обычной жизни, естественно, имеем свой порог защиты, да, от различных стрессовых факторов. Я не думаю, что осенью и весной их больше. Да, их, наверное, столько же, сколько летом и зимой. Но, ну, скажем так, переносимость этих стрессов, да, способность их преодолевать и так далее, она может подснизиться в эти периоды. Как нам защиты. помочь себе? Может быть, есть какие-то там витаминные комплексы, может, какие-то посерьезнее добавки? Может быть, стоит пойти к специалисту и попросить профилактический какой-то курс, чтобы он назначил, например? Вот насчет теперь питания, да, действительно, значит, у нас есть очень много данных, научных исследований, говорящих о том, что, ну, большая часть аффективных там, расстройств, прежде всего депрессивных, это не просто расстройство настроения, да, это расстройство общего, так скажем, физиологического функционирования организма. И, естественно, допустим, дефицит витаминов, да, то есть вот авитаминоз или нерегулярное питание, которое может привести к нарушению вот, различных метаболических процессов, вот это вот более-менее равномерное сочетание белков, жиров, углеводов, витаминов и всего остального, да, с исключением всего нежелательного, это играет очень большую роль. Поэтому, в общем, наверное, в эти периоды этому нужно уделять особенное значение. Потом, как я уже говорил, нормализация циркадных ритмов, да, ритмов сна-бодрствования. И это прежде всего, конечно, гигиена сна. Здесь абсолютно точно требуется делать все возможное, чтобы сон был максимально полноценным. Это значит примерно 8-часовым. Да, максимально ночным, да, то есть нужно стараться все-таки избегать ночных бдений и дневных, соответственно, сомнамбулических вот этих вот всех вот переживаний. Ну и качество сна имеет значение, то есть глубина сна. Очень часто вот именно фаза глубокого сна должна быть достаточно высокой. Сегодня очень много гаджетов, которые вот можно повесить на руку и прямо посмотреть весь сон, как он был, как там менялись пульсовые значения, там сколько бодрствования было, сколько поверхностного сна, сколько глубокого. Это очень важно, потому что именно сон позволяет мозгу, да, вернуть свой функционал и как раз быть во всеоружии против стрессов. Ну и, естественно, еще в качестве такой основной, наверное, рекомендации я бы все-таки советовал не игнорировать возможностью, если она есть, обращение к психологу. Я сейчас говорю о здоровых людях, да, мы к психологу можем Здоровому обращаться. человеку тоже Да. нужен психолог? Ну, вы знаете, вот женщина может сама себе маникюр сделать, а может пойти в салон красоты, пойти сделать стрижку или сама взять и постричь себе волосы. Там. То есть у нас для этого есть много вариантов. Психолог — это, конечно, человек, который значительно повышает уровень, прежде всего, комфорта, жизненного комфорта. Мы сейчас говорим не о клинической психологии, не о тех ситуациях, когда есть болезнь или там, какое-то болезненное состояние, а просто все мы, естественно, подвержены стрессу. И у всех у нас есть свои слабые места, уязвимости, травмы, переживания, эмоции. Ну, не бывает здоровых людей абсолютно там, лишенных каких-то переживаний. Поэтому работа с психологом над этими вещами, особенно в эти периоды, вот мы говорим о сезонности, она может играть очень большую, тоже такую психогигиеническую функцию, да, то есть вот, предупреждать возможные срывы.
Друзья, мы говорим о гигиене сна не просто так. Действительно, сейчас самое время для того, чтобы вы задумались об этом. Мы уже записывали интервью с сомнологом, доктором медицинских наук Романом Бузуновым. Мы оставим ссылочку к этой программе в описании. Ничего сложного нет. Просто уже начните любить себя. Ложитесь спать в одно и то же время. Спите качественным сном на хорошей подушке, с хорошим тяжелым одеялом. Плотно закрывайте шторы. Андрей Аркадьевич, хочется уже перейти, наверное, к нашей любимой теме, к серьезной теме. Да, вот серьезные психические расстройства, они у людей проявляются также в осенне-весенний период? Да, и здесь чемпионом среди всех болезней является, к сожалению, биполярное аффективное расстройство. Именно это расстройство, в трети случаев имеет четкую сезонную ритмику. Примерно в трети случаев. В других 2/3 случаях оно либо приближенно, да, к этой сезонной ритмике, либо без нее. Да. Но, в общем, это довольно большое количество таких пациентов. И при биполярном аффективном расстройстве, к сожалению, да, ситуация меняться может настолько стремительно, настолько быстро, что поймать какой-то предвестник вот начинающейся там депрессии или начинающегося маниакала очень сложно. Как мы говорим пациентам, депрессия не стучит в дверь, прежде чем войти. И поэтому тут надо быть во всеоружии, нужно быть готовым. И обычно в этой ситуации спасают родственники, в буквальном смысле слова. Поэтому просто наличие родственников, причем с хорошей осознанностью, осведомленностью о болезни и осознанностью, очень многое значит для пациента. Они видят со стороны прям минимальные микроскопические изменения, зная хорошо, да, нашего пациента. И это им достаточно, чтобы нажать на красную кнопку. Кроме этого, есть такая болезнь, называется рекуррентная депрессия. Да, там нет маниакальных состояний, в общем-то, там только депрессии. И они тоже, можно сказать, на втором месте, да, по сезонности. Вот. Ну и расстройство шизофренического спектра. Здесь мы можем об этом тоже говорить, может быть, в меньшей степени, на третьем месте, чем аффективные нарушения, но тоже имеют сезонность, сезонную ритмику. А вы совершенно правильно и четко сказали, что наша с вами задача, да, это повысить осведомленность людей. Если мы как раз говорим о первой группе людей с биполярным аффективным расстройством, на что мы можем обратить внимание сейчас наших зрителей, да, например, 3 самых ярких звоночка, при которых уже можно что-то заподозрить? Да. Ну, давайте назовем так. На первое место я бы поставил нарушение сна. Чаще всего это самый ранний признак надвигающейся беды, либо депрессивный, либо маниакальный. И так может быть. Там по-разному, правда, они нарушаются. При депрессиях часто нарушается засыпание. У пациентов проблемы с засыпанием. И ранние пробуждения, да, а в маниакальном состоянии отсутствует потребность во сне. Перестает человек хотеть спать, он спит по 3-4 часа и говорит, ему достаточно этого. Это звоночек, это прям очень важный звоночек. Второй звоночек, который тоже очень важно понимать, это несвойственные человеку эмоциональные реакции, несвойственные по интенсивности и несвойственные по продолжительности. Ну, допустим, конфликт с начальством. Ну, в общем, мы знаем приблизительно, как этот человек обычно реагирует на такую травму. Но вот в случае, если все-таки что-то надвигается, то это может быть либо слишком для него глубокий уровень реагирования, либо очень продолжительный, он никак не может отвязаться от этой эмоции. Она длится и длится довольно долгое время. И это тоже звоночек очень важный. А в случае, если надвигается, так сказать, маниакальная беда, там другая история. Соответственно, позитивные эмоции чересчур выражены, в общем-то, не соответствуют тому раздражителю, да, там, который положительному, который их вызвал, или вообще парадоксальные. То есть, мы видим, что какая-то неприятность произошла у человека, наоборот, вдруг какое-то странное, непонятное веселье, и продолжительность тоже становится больше, чем обычно. Ну и третий пункт, я бы, пожалуй, выделил все-таки это вот тревога, такая, знаете, как мы говорим, свободно плавающая тревога, да, то есть она не привязана ни к какому берегу, да, она
не зависит от обстоятельств. Она может косвенно быть вроде бы по времени совпадать, да, с какой-то действительно опасностью, да, которая была. Ну а на деле мы видим, что она просто плавает, и человек не может объяснить сам. У него возникает тревога от того, что он не понимает, откуда взялась тревога. Это вот такой. Слушайте, а очень такой много на момент. самом деле же сейчас таких людей, они сами говорят, мне тревожно, а когда ты спрашиваешь, почему, ну а как, ну всем же сейчас тревожно, да? Где вот эта грань? Ну, надо поговорить с таким человеком. Если он свою тревогу ассоциирует с тревогой всех, как он говорит, да, это значит, возможно, эта тревога такая макросоциальная, то есть он предполагает, что в его жизнь может внезапно войти там, ну, масса неприятностей, исходя из там общеполитической какой-то ситуации. Это все-таки тревога, привязанная к чему-то. А вот когда тревога ни с того ни с сего, вот я еду в автобусе, вот у меня вроде бы хорошее самочувствие, как бы и выспался, наверное, и вдруг у меня начинает колотить сердце, у меня начинает там кипишить мой кишечник, я начинаю волноваться, что я что-то не успел или что-то не сделал, я сомневаюсь во всем, я в этой тревоге становлюсь гиперактивным, я начинаю суетиться, в моей голове начинается сумбур. И когда я останавливаюсь и спрашиваю себя, чего я, собственно, боюсь, я не могу найти ответ на этот вопрос. Вот это вот есть та самая свободно плавающая тревога. Это тоже такой очень важный сигнал, да, который следует иметь в виду. И раздражительность в случае, если мы, опять же, ждем какой-то маниакальной фазы, да, биполярного расстройства. Она тоже появляется вот на ровном месте. Когда эта раздражительность возникает у женщин, все сразу же начинают привязывать это к циклу, там, да, к женским, так сказать, делам, но на деле выходит, что там нет никакой привязки, все хорошо с гормональным фоном, ну и вообще с физическим здоровьем у женщины все нормально. Но и она сама начинает замечать при этом, что она не свойственная для нее раздражительность, ей начинает уже активно мешать. Вот смотрите, а человек с начинающимися признаками БАРа, там, биполярного аффективного расстройства, он в состоянии самостоятельно понять, что с ним эти изменения случились? В начале болезни нет. Нет. Да, и сначала, и это всегда проблема. Вот мы часто видим, что вот манифестных, так называемых пациентов нам приходится лечить обычно в стационаре, потому что эти случаи уже, мы видим, запущены. Они не поймали вот этого начала. Ни они, ни их родственники. Но потом, приобретая определенный опыт болезни, эта болезнь оставляет пациенту критику, он понимает, что он болен, он изучает, он соглашается, он очень комплаентен, он принимает лекарства, все, как говорит врач, приходит все. Но при этом он уже опытен. И вот в этом случае, да, тогда пациент может поймать сам или с помощью родственников. У меня есть очень много таких случаев биполярных пациентов, которых я начинал лечить еще вот через больницы, через стационары, мы упускали, но потом с какого-то момента, да, обострения периодически возникают, но они никогда не бывают такими тяжелыми, госпитальными, мы всегда успеваем, они вовремя обращаются, они вовремя там реагируют на ситуацию. Есть, в конце концов, даже такие пациенты уже там 10-летней давности, которые даже перестают уже ходить к врачам, ко мне, так просто сами уже знают, что вот осенью и весной у него там есть синенький конвертик, это на случай, если вдруг депрессия начнется, и с таблетками, и красненький конвертик, если вдруг маниакал. Если они чувствуют эти предвестники, они где-то недельку-другую принимают вот эту превентивную терапию, и гроза, туча проходит страной. Ну, мы сейчас говорим о тех людях, которые уже знакомы со своим Да. диагнозом. Друзья, если вас заинтересовала эта тема биполярного аффективного расстройства, мы оставим ссылку внизу в описании. У Андрея Аркадьевича есть не один ролик относительно этого патологического состояния. И все же, прежде чем человек наш дойдет до врача, он же в интернет залезет, там же тесты есть, которые определяют. А вот, может быть, у меня вот это расстройство или вот это, стоит ли доверять? Есть ли действительно какие-то тесты, которые хотя бы помогут направить? Ну, есть традиционные классические тесты, которые появились в свет еще в 20 веке, во второй половине 20 века. Знаменитый тест Бека, да, значит, тест такой
самоопросник, да, на депрессию. Есть тест Гамильтона, тест Монгомери-Айсберга, там их много разных тестов. Есть клинические тесты, есть тесты, которые оценивает врач, есть которые сам пациент. Но, к сожалению, все-таки достоверность такой диагностики оказывается очень низкой. Так показывает практика. И мы частенько сталкиваемся тоже с ситуациями, когда человек с самодиагностикой депрессии начинает даже самолечение. К сожалению, такое тоже бывает, приходит к нам, и мы видим, что это была ошибочная самодиагностика. Депрессии там никакой и не было. А лекарственную терапию он уже начал, там масса побочных эффектов. Ну, в общем, нам приходится переориентировать. Ну, так скажем, вы знаете, в такой ситуации я всегда говорю, что лучше перебдеть, может быть, даже, чем недобдеть. Поэтому, если человек смог как-то самонастроиться, да, на диагностику, ну, во всяком случае, ошибка в этой ситуации меньший вред несет, чем если он, наоборот, категорический противник любых диагностических или лечебных процедур. Каков правильный алгоритм действия? Предположим, что родственники или сам пациент заподозрили в осенне-весенний период, да, осенне-зимний период, что есть все-таки какие-то проблемы. Что мы делаем? Мы отправляем этого человека к психологу или к психиатру, в государственную или в частную клинику? Как быть? Ну, давайте, наверное, я отвечу на этот вопрос с точки зрения родственника, прежде всего, да. Вот классическая история, семейная пара, муж и жена. Кто-то из них, там, допустим, муж страдает биполярным аффективным расстройством. Они уже прошли через 2-3 фазы, они уже знают, и муж, и жена, что это такое. Во время этих фаз, возможно, были довольно серьезные конфликты, которые приводили почти к разводу этой семьи, к разрыву отношений или к каким-то более тяжелым последствиям. Но все-таки, вот, скажем, жена выдержала эту нагрузку стрессовую и приняла решение все-таки сохранить семью, остаться и стать оплотом, наоборот, для этого человека и поддержкой, не бросить его. И тогда они, естественно, вдвоем, начинают борьбу с этим. Соответственно, вот начинаются первые симптомы. В том случае, если родственник видит, что пациент недостаточно критичен, обращается к нему и говорит: слушай, ты знаешь, вот у тебя сегодня что-то не очень хорошее состояние, я вижу, что ты там и спал плохо, и ты какой-то раздражительный, и вот как-то ты с аппетитом у тебя не то, и так далее, а уж не обостряется ли наше биполярное расстройство? Вот давай-ка мы с тобой сходим к нашему доктору, или позвоним ему хотя бы, или еще что-то. Если пациент еще ничего, и хороший уровень коммуникации, он говорит: ну да, я согласен, давай пойдем, все. Тогда надо идти точно к своему врачу, ни в коем случае не менять здесь на перепутье специалистов, очень здесь важен союз, и, собственно, начинать лечение. Если нет, значит, нужно включать все возможные аргументы для убеждения этого человека. И каждый родственник, естественно, знает основные мотивации своего близкого, на которые он может обратить внимание. Для кого-то это дети, например, слушай, подумай о детях, или еще что-то. Для кого-то это работа, карьера, или еще что-то, бизнес, финансы. Для кого-то это сексуальная сфера, например, которая тоже страдает в случае обострения этого заболевания, и так далее. Вот. И если удается убедить, значит идти. А если мы имеем дело с только начинающейся болезнью, и у нас еще нет понимания, что это болезнь, но есть какое-то предположение, что это может быть болезнь, значит, у нас есть несколько вариантов, куда можно обратиться, и это лучше, чем никуда. Во-первых, это пси-сфера. Это не терапия, это не неврология, это не гастроэнтерология и так далее. Да, можно оказаться и на приеме у этих специалистов,
Потому что часто бывает, что депрессия маскируется, например, какими-то желудочно-кишечными, сердечными там, или иными там, расстройствами. Но хороший специалист в этой области, он быстро это заметит, поймет, увидит и даст рекомендацию все-таки идти в пси-сферу. Значит, в пси-сфере есть 3 основных специалиста, которые знают, что такое, там, допустим, биполярное расстройство, раз мы о нем говорим, и знают, что с этим делать. Это клинический психолог, психотерапевт, врач-психотерапевт и врач-психиатр. Не имеет значения, кому попадет человек. Одинаково. Идеальный, конечно, вариант, если есть какое-нибудь место, где есть и клинический психолог, и психиатр, которые могут одновременно начать работать с этим пациентом. Но таких возможностей, к сожалению, не так много. Если вы, допустим, попадаете к клиническому психологу, и он видит свой, так скажем, объем работы, да, он может начать свою работу одновременно настоятельно рекомендуя и направляя этого пациента еще и к врачу-психиатру, для того, чтобы тот получил там медикаментозное лечение. Если вы попадаете к психиатру на первый прием, и он тоже видит свой объем работы, он понимает, что здесь нужен еще дополнительно клинический психолог. И есть психотерапевт. Это врач, который совмещает в себе как бы способности и врача-психиатра, и клинического психолога. И он может проводить и психотерапевтическую работу, и лечебную, медицинскую, лекарственную поддержку. В том числе там, в каком учреждении. Здесь тоже есть много разных вариантов. Ну, во-первых, каждый житель нашей страны имеет возможность обратиться в участковую службу. И я точно знаю, что во всех регионах такая возможность есть. Другое дело, что доступность ее может быть разной, конечно, и по расстоянию, да, там, ну и вообще по количеству специалистов, работающих в том или ином регионе. Ну, то есть в любом случае она есть какая-то. Это лучше тоже, чем ничего. Это психоневрологический диспансер. Да, в некоторых регионах организованы амбулаторные службы, вне диспансерные амбулаторные службы, да, куда может обратиться человек просто вот с улицы, да, с паспортом, показывающим, что он живет в этом регионе и, соответственно, имеет право на такую помощь. И это бесплатная помощь. И она может быть и должна быть весьма эффективной. В качестве альтернативы можно обратиться к частному специалисту. Да, у нас разрешена частная медицинская практика, соответственно, здесь никаких проблем нет, но очень важно, чтобы это был лицензированный специалист, имеющий какую-то определенную репутацию, да, и, в общем, ну, известный в области, там, так сказать, вот этих вот проблем. Ну и есть еще варианты обращения, например, в некоторые ведомственные учреждения. Например, Федеральное медико-биологическое агентство есть в каждом регионе различного рода ведомственные медицинские учреждения. Они могут быть общемедицинского профиля, например, но в них, допустим, может быть интегрирована психолого-психиатрическая служба. Да, Андрей Аркадьевич, хочу вернуться к нашей теме. Мы сегодня говорим и о биполярном аффективном расстройстве, о депрессии, и вы на 3-е место все-таки поставили расстройство шизофренического спектра. И вот чуть ранее вы сказали об опасности. Да? Многим людям же кажется как? Что человек-шизофреник, человек с этим расстройством, он опасен для окружающих. Но так ли это на самом деле? Ну, конечно, нет. Он опасен для окружающих ровно в той же степени, как и пациент с биполярным расстройством, да, там, как и пациент с расстройством личности, там, с, я не знаю, шизотипическим расстройством, там, с любым другим нарушением, с органическим психозом, с делирием, там, с алкогольным. Да, там очень много различных есть нарушений психики, которые могут в определенных условиях, при определенных ситуациях давать возбуждение, сопровождающиеся в том числе агрессией, какой-то импульсивностью и прочее, прочее. Насколько это более опасно, чем противоправные действия психически здоровых людей, я сказать не могу, но косвенно, да, об этом можно судить по данным статистики, судебно-психиатрической статистики. Да? Вот у нас есть общественно опасные деяния, которые оказываются, подозреваемые или уже осужденные, оказываются на СПЭК, на судебно-психиатрической экспертизе. И там какая-то часть
экспертиз демонстрирует, что он здоров был на момент инкриминирования деяния, какая-то, что он был больной. Да? Соответственно, вот у нас есть уже две когорты пациентов. И мы знаем, что в отношении этого деяния у нас такой-то процент здоровых совершают и такой-то процент больных совершают. В отношении этого такой-то, такой-то. Так вот, вроде бы статистика показывает нам о том, что тяжелые правонарушения, связанные с нанесением серьезного ущерба другим людям, да, там убийство, грабеж, насилие там, и так далее, чаще совершают психически здоровые люди. Чаще совершают психически здоровые люди. То есть вот, причем понятно, что психически здоровых больше, чем психически больных, но здесь берется процент, то есть удельный вес от всей популяции здоровых и от всей популяции больных. И получается, что этот процент значительно больше среди здоровых. То есть болезнь у преступника не повышает его риск, а понижает. В этом смысле это действительно так. Ну, здесь, конечно, надо сделать оговорку, что разные болезни по-разному в данном случае оказывают влияние на делинквентность, да, то есть на способность совершить деликт. Допустим, если мы говорим о шизофрении, то эта болезнь скорее снижает, потому что эта болезнь поражает волевую сферу. И преступник, если он в душе преступник, даже перед тем, как совершить свое преступление, может из-за того, что ему не хватает как раз волевого потенциала, потому что он болен, да, не совершить скорее этот поступок, чем совершить его. Вот. Скажем, при расстройствах личности это совсем другая диагностическая категория, которая приближает как раз психически больного к здоровой когорте, но только аномальная личность, да, там наоборот, там резко повышается уровень правонарушений. Или там органические заболевания головного мозга, последствия черепно-мозговых травм, последствия нейроинфекции, наркология, да, осложнения наркологические. Там все значительно повышается опасность. Хотелось бы к расстройствам шизофренического спектра вернуться. В одном из интервью своих вы сказали, что человек может заболеть, да, проявиться у него может шизофрения у человека интеллектуально развитого, у человека, у которого много мыслей в голове, что он умный. Да, вот получается, что умным людям стоит бояться этого заболевания? Вы знаете, я бы здесь так сказал, на самом деле, конечно, эта болезнь не выбирает людей по уровню интеллекта. А надо сказать, что в большинстве случаев в анамнезе, то есть в прошлом, да, в раннем анамнезе, совсем в детстве, мы наблюдаем очень часто у таких пациентов, мы обнаруживаем признаки нарушений психического развития. Там еще нет болезни, но развитие от 0 до 6 лет, вот это вот дошкольный возраст, идет асинхронно. Это так называемый атипичный аутизм, да, то есть это не Аспергер классический, там и не Каннер, да, но это такой атипичный аутизм. То есть там значительно опережает остальных сверстников в развитии интеллекта и значительно отстает эмоциональная, волевая сфера и так далее. И вот такой вот немножко деформированной психикой, да, человек вступает во взрослую жизнь. Дальше у него из-за этого возникают проблемы в школе, там буллинг, там понятно, что он не такой, как все, но он еще здоров, да, и потом, интеллектуально он вытаскивает очень хорошо, он там, значит, действительно отличается там особыми возможностями, выигрывает олимпиады и прочее. Потом начинается психоз, например, манифестный, и у этого психоза есть очень хорошая как бы почва, то есть пища, да, у этого психоза есть, это вот этот интеллект. И чем больше этот интеллект, тем более выразителен этот психоз. И тем более ярко он проявляется в поведении, и тем более он заметен для других. И поэтому, чем он более заметен, тем он с большей вероятностью попадает в поле зрения психиатров. Да? Чем ниже интеллект, болезнь может начаться и у людей с недостаточным интеллектом или с обычным, там, нормативным интеллектом и так далее, тем менее выразительные проявления. И, соответственно, тем болезнь может протекать менее ярко, и с меньшей вероятностью этот человек окажется в поле зрения психиатров. И так часто бывает, мы видим уже в позднем возрасте
пациента там 70-75 лет, а у него вдруг раз развивается психоз. Мы думаем, ну не может быть, в таком возрасте не начинается болезнь. То есть шизофрения может манифестировать в 70 лет? Есть даже такое руководство известного психиатра Эриха Яковлевича Штернберга «Шизофрения позднего возраста», она так и называется, там он описывает такие случаи. Но практика показывает в этих случаях, что чем подробнее мы начинаем изучать весь этот большой отрезок жизни больного, тем больше мы видим, что он жил с этой болезнью всю жизнь. Просто она не так ярко проявлялась, и поэтому об этом никто и не знал. Мы поговорили также о биполярном расстройстве. Хочется поговорить о ярких симптомах, которые выдают человека с расстройством шизофренического спектра. Наверное, и внешние, да, и вот эмоциональные какие-то хотелось бы, чтобы вы назвали. Пациент с расстройством шизофренического спектра – это пациент, который, конечно, гораздо более явно отличается от окружающих, чем пациент с биполярным расстройством. Чаще всего мы обращаем внимание на внешний облик таких пациентов и видим такую тускловатую эмоциональную сферу. Это сразу бросается в глаза, когда мы смотрим мимику больного, да, когда мы видим его реакции, темп его реагирования, да, когда мы слушаем интонации его голоса и начинаем замечать, что он какой-то такой монотонный, маломодулированный, вот такой, и как будто бы формальный такой, холодный пациент. Или так, холодноватый. Конечно, это может быть и особенности характера, и особенности личности, поэтому это явно недостаточно, чтобы ставить диагноз, но, тем не менее, это вот такой нюанс. Обращать на себя внимание. Походка таких пациентов, они очень часто отличаются недостаточной гармонией в своей моторике, в пантомимике, в жестах, да, угловатые, немножко диспластичные. Классический антропометрический портрет пациента с шизофренией, да, это такой вот астеник с длинными пальцами, такими вот пианисты говорят, очень хорошо брать 2 октавы, да, значит, с таким башенным черепом, да, с такого вот астенического телосложения человек. Но это совсем не обязательно. Конечно, бывают и другие антропометрические данные. И в поведении у таких людей мы частенько видим явные какие-то несоответствия. Они выпадают из общего контекста ситуации. То есть они не чувствуют этого контекста. Может быть, не считывают его даже, да. Например, у них слабо развит аффективный резонанс. То есть, скажем, вы общаетесь с кем-то, да, и рассказываете какую-то веселую историю, и видите аффективный резонанс своего собеседника, то есть он также живо на нее реагирует, синхронно с вами. А вот здесь такого нет. Здесь как будто бы вы сталкиваетесь с какой-то твердой поверхностью, которая почему-то как-то не рефлексирует на вас, да. Иногда это бывают совершенно противоположные реакции, неожиданные, да, реакции в какой-то обстановке, где, например, всем весело, он начинает плакать, когда всем, наоборот, грустно, на каких-то поминках он вдруг начинает веселиться. Это смеяться. Продолжается какое-то время, правильно я понимаю? То есть Да, это не реакция, которая один раз случилась. Да. И самое главное, конечно, беда таких людей, которые, в общем, пока, к сожалению, в медицине, до конца недоступно повлиять на это снижение волевой сферы, именно энергетического потенциала. Это может проявляться в каких-то деталях. Допустим, человек, особенно если это женщина, да, перестает следить за своей внешностью. Да, если у мужчины это не так заметно, у женщины это сразу видно. Или человек не обращает внимания на личную гигиену, скажем, да, или меньше обращает внимание на личную гигиену. Это тоже не очень хорошо. Или, например, мы видим, что никак не может этот человек задержаться на каком-то месте работы, например, или в каком-то одном вузе. Постоянные академотпуска начинает брать по непонятным причинам. И главной жалобой в этой ситуации
оказывается жалоба на слабость. Я не могу, мне не хватает сил, я устал. Все начинают сразу: ну давай отдохни, ну давай там съезди там на море, ну давай там год возьмем, ты немножко придешь в себя, там такой стресс, нагрузка. Мы пытаемся как-то обычными житейскими, да, такими моментами помочь человеку, но это не помогает. Это абсолютно не помогает. Напротив, с годами, так как это болезнь прогрессирующая, если ее не лечить, с годами эта слабость все больше и больше нарастает, все меньше и меньше этого потенциала. Вот, при том, что багаж интеллектуальный большой, огромный, человек там был лучшим студентом, там, я не знаю, в ФТИ, там, не знаю, топового вуза, да, мира, а выйти просто, встать с постели, прийти туда на лекцию, на семинар там, или там, на экзамен, он просто не в состоянии. Андрей Аркадьевич, а вот правда, что выбор одежды тоже иногда очень ярко говорит о том, что у человека может быть расстройство похожего спектра? Может такое тоже быть, да, вот в немецком языке есть такое интересное слово «фершробен», вот, которое имеет очень много переводов. Ну, такой, на мой взгляд, самый удачный перевод — это чудаковатость, да, такая необычность, чудаковатость. Сегодня, конечно, это вот человек-фрик, так называемый, да, сегодня это может быть элементом имиджа, да, понятно, там, сценического имиджа или просто там молодежной, там, тусовки, да, там, где все в таком фриковском виде, например, это нормально и принято и прочее. Понятно, что эти социальные аспекты мы тоже учитываем, естественно, это нельзя не учитывать. Но если, допустим, социальная обстановка, ну, ситуация, да, не предусматривает такого внешнего вида, ну, скажем так, да, мало того, такой внешний вид может навредить этому человеку в этой социальной обстановке. То есть он не получит тех, допустим, дивидендов, да, которые мог бы получить, если бы был бы в другом внешнем виде. Это болезнь человека, и здесь что мы должны сказать, что, ну, это естественно, наверное, да, что человек самостоятельно уже остановить этот прогресс своего заболевания не сможет. Не сможет. И чем раньше он обратится за помощью, тем эффективнее будет его лечение, хотя бы состояние. Безусловно. Я всегда делаю сравнение с какой-то, знаете, похожей по динамике неврологической болезнью. Да, ну вот, например, в неврологии очень много есть нейродегенеративных расстройств. Типичный пример — рассеянный склероз. Всем хорошо известная болезнь. И на сегодняшний день есть очень много интересных работ, показывающих эффективность лечения, которая может остановить этот процесс. Но человек не может усилием воли, без лечения, остановить рассеянный склероз, к сожалению. Но он будет прогрессировать. Сначала у него будут там неметь руки-ноги, потом у него начнется там парезы. И в конечном итоге все закончится прикованностью к постели. Примерно такая же динамика у шизофрении. Кстати говоря, патогенез болезни похож, между прочим, да. Поэтому, ну, как бы мы ни старались, как бы мы не напрягали там свою волю, к каким бы мы там ни ходили, психологам или там психотерапевтам, но все равно это биологически детерминированная болезнь. Она происходит в головном мозге. И мы должны понимать, что без медицинского, лечебного, лекарственного вмешательства точно ничего не получится. Я забыл сказать еще одну очень важную вещь относительно того, как увидеть человека с шизофренией, как понять, что перед вами пациент с этим заболеванием. Ну, само по себе слово шизофрения, да, взялось из двух корней, там, схизис и френос. Ну, схизис — это расщепление, и вот это расщепление, схизис, да, он виден во многом. И вот есть такие, например, проявления, как амбивалентность, да, то есть одновременное сосуществование двух противоположных желаний. Вот, мы начинаем там собеседовать, опять же, человека, я все в кадровую работу хожу, и он, например, говорит, что он хочет вот этого. Но ровно через минуту он говорит, что он хочет вот этого, вот. И когда ему говоришь: слушай, ну так нельзя, это две противоположных вещи, ты все-таки хочешь этого или этого? И он продолжает хотеть и того, и другого одновременно. Вот эта расщепленность, вот это вот схизис, да. Этот схизис касается, скажем, желаний и чувств, да, то же самое. То есть там любовь, ненависть, все вместе, да, там страх и желание, да, в одном флаконе. То есть вроде бы как бы противоположные вещи.
Но они могут сменять друг друга, если нет шизофрении. А если она есть, то получается вот такое расщепление. Расщепление в поведении, в речи, в поступках, в одежде, вот это вот несоответствие. И пациент не чувствует этого, он этого не видит. Для него это его обычная жизнь. И он не понимает, почему люди на это вообще обращают внимание. Он возмущается и говорит, ну что тут такого, это же нормально. Друзья, сегодня мы начали большую серьезную тему, внутри которой мы хотим разобраться хотя бы в первых звоночках, которые вы можете увидеть у близких, у родственников, для того, чтобы вовремя обратиться за помощью. Подробнее информацию вы можете посмотреть по ссылке, которую мы оставим в описании. Андрей Аркадьевич Шмилович был сегодня у нас в гостях, а вы пишите, пожалуйста, в комментариях, близка ли вам эта тема, какие у вас остались вопросы, какие у вас остались комментарии, может быть, мы о чем-то не проговорили. С удовольствием побеседуем с доктором. Еще раз спасибо вам большое Спасибо вам, за интересный разговор. Друзья, оставайтесь с нами и будьте здоровы. Увидимся.